он, находясь на совещании у Ермака, он мне звонил и говорил, надо перенести операцию. Что то есть прямо там, сидя рядом, да. Люди, которые находятся на высоких постах, должны проходить проверку категории А, или как это правильно вот она называется, да? Да. Проходил ли ее Ермак? Угу. Я сомневаюсь, что он проходил, так же, как и Гугелашвили, и Мария, там, и так дальше. Что все, что я ему сказал, я хотел подтвердить. На полиграфе, если напротив меня будет сидеть Ермак. Здравствуйте. А сегодня будет очень серьезное видео, которое я вчера вам анонсировал. И я бы с удовольствием не говорил, но речь пойдет опять про Андрея Ермака. И немножко про Зеленского. Вы знаете, я сегодня возмущен. Я возмущен тем, что мне позвонили из Киева и рассказали такую вот басню. А басня заключается в чем? Что есть такой выдающийся в прошлом футболист, и, на мой взгляд, никакой тренер Сергей Ребров, и все хотят его видеть тренером сборной Украины сейчас. Вы знаете, там, ну, надеюсь, знаете, идет там сейчас скандал. Есть такой подонок, негодяй Андрей Павелко, он сейчас президент Федерации футбола Украины, Украинская ассоциация футбола, УАФ это сейчас правильно называется. И даже сам Зеленский и его окружение ничего не может с этим бандюгой, вернее не бандюгом, а шестеркой бандюг сделать. И он пытается удержаться. Так вот, все хотят видеть Сергея Реброва тренером сборной Украины, в том числе и Павелко. И вот человек, который мне сегодня позвонил с Киева, он сказал, что Ермак лично позвонил Реброву, и по слухам у них дружеские отношения даже, представляете? И сказал, что я хочу, чтобы ты был тренером, и ты будешь тренером, но только не иди, пока Павелко президент Федерации футбола. То есть Ермак, другими словами, Ермак, несмотря на то, что я считаю Павелко конченным подонком, и я всегда это говорил, пока Зеленский жал ему руку и собирался сюда привозить чемпионат мира Европы, ни хрена не понимая, и как обезьянка с бубкой фотографироваться, я тоже знал, кто это такой, тоже никто не слушал. Так вот, Ермак нам уже назначает тренера сборной по футболу. Недалек я был от правды, когда шутил, что Ермак сейчас чуть ли консьержек в каждый ЖЭК и в каждый дом не назначает. И начальников ЖЭКа. Вот что делает сейчас Ермак. Да что делает до футбола? Я уже даже не знаю, чем ему заняться. Человек расставляет сейчас всех на все позиции. Все, это президент Украины. А Зеленский вывеска. Еще раз говорю, министр иностранных дел с экстрафункциями. Торгует лицом, выпрашивает все для нашей страны, потому что нет выбора, потому что ни хрена не сделал, будучи президентом, всю каденцию. Теперь приходится быть страной-попрошайкой. До этого только деньги побирались, просили, как страна-бомж. Теперь оружие еще побираемся, живем за счет других стран, в основном США. Но в этом видео не совсем об этом, это важно. Но послушайте, пожалуйста, это видео до конца, о чем здесь пойдет речь. И очень внимательно. Вашему вниманию я сейчас представлю интервью, которое, скорее всего, большинство из вас не видело. Этому интервью несколько лет, тем не менее актуальность его еще более, даже так, представьте, в жизни бывает, еще оно более актуальнее, чем тогда. А это интервью дал бывший теперь уже разведчик, сотрудник ГУР, то есть украинской разведки, Роман Червинский. Я буду вставлять вам отрезки и комментировать их. Прошу вас комментировать в комментариях. Кто первый раз на моем канале, хочу вам сказать, что у меня много материала по Ермаку на канале с огромным количеством просмотров, вы можете посмотреть. Но потом, после этого видео. А сейчас я прошу очень внимательно вас слушать. И поверьте, вам будет очень интересно, если вы досмотрите до конца. Поехали. Это было в динамике. То есть он, находясь на совещании у Ермака, он мне звонил и говорил, надо перенести операцию. Что то есть прямо там, сидя рядом. Да. Рядом в этот момент с ним сидел Ермак и Зеленский. Я ему говорил, да, что у нас, ты понимаешь, мы не сможем купить билеты так быстро. Угу. И он это говорил в онлайне туда. Так. Я говорил, нет, надо переносить. Ну, то есть он дальше спорил и обратно возвращался к этому. А это было на громкой связи? Или... Нет. То есть вы не слышали, что Ермак как-то говорил? Конечно, но я понимал, что он на совещании. И все-таки вы говорили, что нет, нельзя, но он послушал. Ну, я открою вам секрет. Я говорил слово «нельзя» только для того, чтобы для себя, как разработчик основной операции, понять, они хотят ее сорвать или они хотят ее реально продолжить. Они говорят, просто перенеси. Ну, я, зная Ермака уже давно, который снял меня, образно говоря, за Цемаха, я понимал, что будет противодействие. Я хотел понять уровень противодействия. Они хотят провалить операцию или они хотят ее реально сделать, ну, чуть-чуть попозже. И поэтому я сказал, если мы переносим, мы ее проваливаем. Для того, чтобы услышать его мнение. Он сказал, переноси. Тобто для меня эти слова означали проваливай. То есть он шел на провал, осознанно шел. Я это специально сказал, но я понимал, что я ее не провалю.
Слушайте, имел ли право Ермак вообще давать такие указания? И мог ли Бурба в той ситуации сказать, что я вас не слушаю, а я в этой ситуации должен слушать только президента? Мог ли он так сказать, по вашему мнению? Ну, это разведка, это не... Как врач, он может принять любое решение в ситуации, и ты его не осудишь завтра, потому что он ошибся или вот так было правильно. Со всего, что он видел, было правильно так принять решение, потому что рядом сидел сотрудник СБУ Баранецкий, который руководил службой безопасности Украины в этой операции. То есть той частью, которая финальной, там, где они должны были задерживать уже всех. И Баранецкий молчал, он не говорил, я против, там, или еще что. Здесь шла речь про операцию «Вагнер», то есть, как это называлось, «Вагнергейт», и коротко, как там все происходило. Даже не будучи очень сильно в теме, я думаю, вы сможете сделать вывод о том, как там все было. И самое главное, где пахнет предательством. Но самое интересное впереди. Смотрим дальше. Бурба в одном из интервью говорил, что у власти в Украине есть крот. Во власти. Вот так вот именно прозвучала эта цитата. На каком уровне? Это высокий уровень во власти? Ну, мы с вами все обсудили, но можете сами понять. Я так понимаю, что все люди, которые находятся на высоких постах, должны проходить проверку категории А, или как это правильно вот она называется, да? Да. Проходил ли ее Ермак? Мне это неизвестно, потому что это контрразведка. Мы уже не там. Я сомневаюсь, что он проходил, так же, как и Гугелашвили, и Мария, там, и так дальше. Мне кажется, что там сейчас... Были ли основания у разведчиков полагать, что Ермак российский агент? Да, у меня были лично. То есть это какие-то несколько пунктов, когда вы понимали... Да, у меня есть определенные, скажем, элементы оперативной информации, которые показывают в том направлении, что этот человек работает, я не скажу, что в интересах России. Он видит Украину с Россией, братскими народами, он считает, это такая советская, знаете, идеология, что все-таки нам лучше быть вместе с Россией. Это было видно по его интервью, когда он рассказывал, что в самом начале еще американским каким-то журналистам о том, что патриоты виноваты в том, что война происходит, что это провокационная война с нашей стороны, что Порошенко затеял эту войну, он за это ответит, они все ответят. То есть, ну, это все как бы у него изнутри идет. То есть он видит, что Украина виновата в войне, которая сейчас происходит на нашей. Смотрите, ну это какие-то, это, условно говоря, публичные. Есть ли у вас, я не знаю, как это должно быть в идеальном мире, да, но есть ли у вас какие-то доказательства, когда, которые вы можете предоставить в час Ч на этого человека, условно говоря, что он именно агент, потому что, ну, это совсем другие обвинения, нежели просто говорить, что я там братские народы и так далее. То есть это конкретные вещи, когда человек работал на другое государство, будучи у власти. Я думаю, если мы правильно проведем проверку, то мы их найдем. У меня лично сейчас, на данный момент, есть определенные косвенные, скажем, да, признаки, которые говорят об этом. Есть такое понятие агентура влияния, агент влияния. То есть это агент, который находится на должности, он не имеет права себя раскрывать. То есть он силен тем, что он на высокой должности, и он может своими решениями действовать в интересах другого государства. И он не должен делать таких тупых ошибок, например, там, агитировать за Россию, там, либо передавать информацию по телефону. Это будет понятно уже. Да, он идеологически внутри понимает, что надо делать так, чтобы Украина, ну, чтобы Россия получила выгоду или кто-то там другой. Тот такой агент, он играет на ту державу изнутри. Ну, а в какой момент могла произойти эта вербовка? То есть он уже пришел во власть, условно говоря, завербованным, либо это могло произойти, ну, как бы у нас у всех вербовка, это понятие, а ты будешь работать? Ну, то есть мы понимаем, что вербовка — это давайте уйдем от этих элементов, это все это домыслы, о которых мы не будем говорить. Здесь вы могли слышать, как работают кроты настоящие, не такие, как Крыжанівський, а настоящие профессионалы. Как работают высококлассные агенты и как, в чем, собственно говоря, стратегия такой деятельности, разрушительной для нашей страны в данном случае. И тем более сейчас у меня есть все основания полагать, что Андрей Ермак работает на Российскую Федерацию. И это видно уже многим.
но только, похоже, не нашему президенту. Были тоже вот какие-то вот внутренние вопросы. С одной стороны, я понимаю, что все это вот нужно вскрывать. Да. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, как бы, да, для страны, воюющей страны, говорить о том, что на 8-м году Да. войны есть кроты в высшем руководстве, Да. это, ну, Позор. это позор. О, поэтому я Как с здесь. этим быть? Вот вопрос. Поэтому мы, вот все задают вопрос, сейчас все пишут, это не разведчики, они вышли об этом говорить. Я вышел, потому что я понимаю, что это не позор, это опасно, это угроза национальной безопасности. То есть это, об этом надо говорить, и это надо вскрывать, потому что вот эта ложь ихняя, перманентная, постоянная, в лицо и публичная, это говорит о том, что они вообще ничего не боятся, они вообще ни о чем не думают. Вот мы привели с вами пример, да, ихние официальные заявления противоречат результатам расследования Временной комиссии. Это как? Вот орган и первые лица государства. Почему это? Давайте это уже доводить до конца какого-то логического. Что у нас такой, получается, базар. Сказал, не сказал, ответил, а сегодня так сказал, завтра я не то имел в виду и так дальше. А президент имел в виду вот это, а не это. Ну, другим странам, например, да, мне кажется, даже интересно, когда у нас у руководства стоят такие слабые руководители. Они могут ими манипулировать. Как одни партнеры, вторые, третьи, пятые, 25-е, все. И начиная с России, заканчивая этим. Ну, вы понимаете, если действительно вот просто теоретически берем во внимание предположение, берем, если у Лукашенко есть записанный разговор с Зеленским о том, что Зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию, мы тебе дадим, а ты там разберешься с ними нашими. Если этот разговор есть, он был проведен до задержания вагнеровцев, и он есть у Лукашенко в записи, потому что два президента, это уровень переговоров, да, и они хранятся, эти переговоры. То есть у него есть фактически доказательства того, что, это мы предполагаем, да, что Зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его выложит, он фактически, да, докажет предательство Зеленского. Таким образом, он может влиять на решение Зеленского, которое сейчас у власти. Он может заставить его покупать электроэнергию, ну, что сейчас происходит, там, делать какие-то другие вещи и так дальше. Поэтому я об этом говорю, что это опасно, если так действительно есть, если человек не понимает, ну, какими категориями он играет и что они делают. Это опасно для всего государства, для нас с вами. То есть один человек может завести всех нас в какой-то тупик, такой тупик, с которого мы не выйдем. Думаю, после услышанного сейчас вы тоже многие сложили себе пазлы в вашей голове, почему некоторые вещи происходили с нашей страной и в нашей стране, почему происходят и почему, к сожалению, будут происходить. Сейчас будет дальше тоже интересно, но я хочу вас просить подписаться сейчас на канал, поставить колокольчик, если для вас такая информация является ценной. Ну и слушайте дальше. Вы говорили про Ермака, что у него был на вас зуб до вообще всей этой истории. Я об этом говорю? Ну вот вы вот сейчас в интервью сказали, что Ермак к вам как-то хотел вас или уволить, или что-то было еще до Вагнера. То есть он не хотел, чтобы вы вели спецоперацию по вагнеровцам. То есть он вас знал до этого? Не, я имел в виду, что меня уволили за операцию по Цемаху. По Цемаху. Я не говорю, Ермак. что это Ермак. Я говорю, что они, то есть те, кто принимал решение про эту операцию. Звонок был, насколько я понимаю, ну, не хочу раскалывать эту ситуацию, это мое предположение, что звонок был 11-го, 12-го меня уволили. Значит, звонок же был Зеленскому. А по какой причине уволили? То есть какая причина? Мне не объяснили причину. А можно просто так уволить? Да. Ну, меня отстранили в выполнении обязанностей, потому что там им что, как-то такое решение было принято руководством. И на этом все, и больше я не смог для себя выяснить причину. Давайте скажем, кто такой Владимир Цемах. Это боевик, которого обвиняют в том, что он был причастен к Буку, который выстрелил по MH17 Боингу. Вы его привезли сюда, на территорию. Я лично там. Ну, вы руководили операцией, да. когда вы его сюда привезли в Украину. Я так понимаю, что это все было во времена еще... 19-й год. 19-й год. То есть это вот на грани выборов, да? Это уже операция произошла 27 июня, сразу после победы. То есть, в принципе, Зеленский ее акцептировал, можно говорить. Да. Акцептовал, Да. То есть они
Они ее согласовали, да. То есть мы ее согласовывали вместе с моим начальником департамента контрразведки, с главой службы безопасности, в то время это был Баканов. Они ее согласовали. Согласовали. В какой момент, почему они решили вас уволить? В какой момент? Я думаю, что все-таки это был звонок Путина. Потому что, ну, я же говорю, еще раз повторяюсь, это 11 число, звонок, 12 утром меня увольняли. У меня других объяснений нет. Потому что у меня есть информация лично о том, что этот разговор состоял из двух частей. Первая часть – это разговор о обмене моряками, и вторая часть – это цемах. Тобто Путин ставил ультиматум. Либо вы нам выдаете цемаха, Да. И мы тогда даем им моряков. То есть, вот такой обмен происходит. а вас уволили просто, чтобы вы дальше ничего не рассказывали про эту Ну, опять же, спецоперацию? это все предположение. Я говорю факты на сегодняшний день. Ну и в заключение очень коротко и самое главное. Главное то, что является действительно опасным для Ермака. Послушайте. Ну хорошо, мне тогда еще, вы же наговорили последний, наверное, такой вот вопрос. Ну, как бы мы понимаем последствия интервью, если вам скажут подтвердить все слова на детекторе лжи, вы согласились бы? Смотри, какая цель. Ну вот, например, скажут, сказать, что подтвердить, что все, что вы говорили, это правда. Вы готовы пройти детектор лжи? Даже по ситуации с вагнеровцами, например. Я это сказал следователю в ДБР. Что все, что я ему сказал, я готов подтвердить. На полиграфе, если напротив меня будет сидеть Ермак. То есть Роман Червинский готов даже на детектор лжи, на полиграф сесть и официально все это подтвердить, но грамотно сказал, при условии, если рядом будет сидеть Ермак. Потому что тогда сразу станет все ясно, все понятно. Но очевидно, что Зеленскому это не надо. Он ведет дела так, как он привык их вести. У него действует, в принципе, мафиозный принцип «кто не с нами, тот против нас». У него компетенция – это не важно, доверие – это все. И что мы слышим из последних новостей, там, где скандал в фонде госимущества, связанный там с Одесским АПЗ, с другими объектами, как всегда, где госсобственность, там коррупция. Это именно то, почему я говорю, что все должно быть приватизировано подчистую, в том числе и дороги в Украине. Но суть не в этом. Этот красавец, на которого завели дело, дал показания, по информации из прессы, конечно, на кого? На Сергея Шефира. Глава квартала, по сути. И на второго, на Тимура Миндича. Тимур Миндич – это такая темная лошадка, серый кардинал, он всегда в стороне. Ну, к сожалению, все они, по-видимому, замазаны в коррупции. Я с этим Тимуром Миндичем когда-то летел в одном самолете, когда мне сделали операцию в Израиле, там, на ноге. Я был на костылях, он любезно мне предложил помощь. И я тогда, через 5 минут, когда мы сидели рядом, он впереди, я за ним, я понял, кто это, вижу лицо знакомое, я понял, кто это, немножко слышал там разговоров, хотя послушивать не приходилось. Ну, видите, что идет, какая информация. Эти люди оперируют огромными деньгами, все эти деньги зарабатывались вне рынка, это не в рыночных условиях. Эти люди всегда работали через преференции, и даже, казалось бы, частный квартал, все равно олигарх, все равно кэш, все равно офшоры. Все равно все мимо финансовой системы Украины, а главное, Зеленский, придя к власти за свою каденцию, ничего не сделал, чтобы Украина стала нормальной страной, где каждый мог вести бизнес нормально. Тогда бы и война не случилась, потому что пришли бы крупные инвесторы, крупные заводы. Нет. Он слушал своих дружков. И если вы заметите, начиная с президентства Зеленского, кто-то предавал его, кто-то оказался откровенным дурачком, кто-то молча по-тихому пилил деньги. Все ему нипочем. Уже про Резникова опять полностью расследование, что продолжается воровство в Минобороны. И здесь все нипочем. Попросил Резникова остаться. Про Ермака, я повторяю, у меня уже снято столько материала, я даже уже больше не знаю, что вам сказать. Я думаю, что когда закончится война, Америка все контролирует, когда закончится война, начнутся очень интересные события. Я продолжаю для себя внутренне считать Ермака предателем. И для меня просто очевидно все, что он делает. Тот случай, который я вам сегодня рассказал про футбол, это очень, на мой взгляд, реалистично. Да, я уверен, что это правда. И я хочу вас под конец этого видео осознать весь ужас, весь маразм происходящего и немножко попытаться поумнеть. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Пока.